И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами добрались до босса, до червяка, с которым мы встречались почти в самом начале игры, еще когда мы не вышли из Никитаки, если помните. И сейчас мы попробуем с ним сразиться. Вот он, вот наш червячок, ребята. Тут есть еще какое-то гнездо, и есть какая-то дверь, кстати, которую мы никогда, видимо, не открывали. Ну что ж, поехали. Ага, вот эти малыши, видимо, спавнятся из гнезда. Но пока мы с ними неплохо справляемся и так. Да и с ним, в принципе, тоже он, наверное, все-таки низкого уровня уже. Ага, вот, смотрите, приперся пещерный червячок. Готов. Бестиарий. Белюне, личинка, колыбель Орлана. Эта густая и плоская плесень получила название благодаря ридсерасским поселенцам, наткнувшимся на нее в лесу. Растет она... Залитый пещерный коралл. Смотрите, тут полезные штуки, оказывается, лежат. Так, амфора, по-моему, огнем взрывается. Изображение будного моря, окружающего легендарный город Укайза. Слушайте, так может мы его найдем когда-нибудь? На стене нарисована огромная гравюра, испорченная грязью и трещинами. На ней изображены две руки, вздымающиеся из глубин. В их ладонях вырезаны ячейки, как в руке статуи возле храма. В них ничего нет. Вы замечаете, что из ваших вещей слышится нарастающий шепот? Это ракушки, обе. Из них раздается звук тихого прилива, бьющего берег. Осмотреть гравюру. Камень усеян трещинами, плесенью и глубоко въевшейся грязью. Гравюра выглядит и кажется на ощупь древней, она истерлась со временем. Однако, проводя рукой по камню, вы чувствуете легкое дуновение ветра. Кажется, с другой стороны есть тяга воздуха. Положите в одну из рук ракушку. Когда вы это делаете, из ракушки раздается оглушительная музыка морской бури. Она нарастает, превращаясь в бессловесную мелодию, напоминавшую вам о голосах под покровом моря. Ракушка светится. Возможно, это просто игра света, но каменная рука словно ее сжимает. И кладем вторую. Вторая ракушка встает на место и сияет, как и первая. Слышится созвучная мелодия. Гравюра дрожит. Вы слышите грохот из-под ног. Стена съезжает в пол. Интересно. Ага. Видимо, это место с лутцом. Так. Стоп. Скальд Катху. Большой щит. Дает удар души. Использование одним на передышку. Используйте энергию духа и сияющего осколка, чтобы нанести удар по цели и снизить ее защиту. Штраф зависит от показателя метафизики. Сияющий диссонанс. Минус 5 урона от вражеских заклинаний. И плюс 5 урона от вражеских попаданий оружием. Так себе, конечно. Плюсы. Зелье крепкого тела.
Олекс. Ваха и Парага. Базовая атака. ОД бьет по основной цели и ближайшим 3 целям, будь то союзник или враг. Вот это не очень хорошо. На длину клинка. Минус 20% от получаемого урона на 2 секунды в ближнем бою при начале атаки. Здесь, конечно, лут уже для нас слабоват. Слабоват, ребята. Пистолет хорошего качества и чешуйчатый доспех отличного качества. Возможно, если мы пришли к этому боссу тогда, когда нам нужно было, мы бы здесь очень неплохо залутались. Ну ладно. В принципе, здесь мы разобрались, ребят. Поэтому мы можем отправляться домой. В руины старого города. Ну, побежали. Теперь нам осталось, в принципе, наверное, сейчас отправиться в деревню Янвик и там убить последнего противника по заданию награда за голову. А, кстати, да, помню, мы здесь толком не все поуничтожали. Так, я вот не помню, как вообще нам отсюда выходить, ребят. Лифт работает в обе стороны или нет? Ага. Так, это уже чуть похуже, конечно. Вот здесь можно пойти, значит, только в руины. Ладно, пойдем сейчас где-нибудь да выйдем. Я просто что-то вспомнил, что вроде бы через лифт можно подняться, но... Видимо, это не здесь было, не на этой локации. Так, здесь есть старый город. Логово пещерного червя. Крипта есть еще. Может быть, в крипту. Ну, старый город, понятно, мы там немножко были. Мне кажется, что через крипту выход. Потому что крипта это то место, где были то ли контрабандисты, то ли кто-то. Гнилой ряд вот сюда.
Так, гнилой ряд. Это, насколько я помню, какой-то рынок, да? Там вроде какие-то штуки можно было покупать, но... Теснины, ржавь, клета. По-моему, ржавь. Нет, не ржавь, значит теснины. Так, вы возвращаетесь в тьму и нечистоты аллей, в теснины, в глотку, в убежище дырев. В глотку. Никитаку. Так, давайте еще раз посмотрим, куда нам нужно зайти. Получается, все, нам некуда заходить, нам нужно выходить. Так, ну что ж, деревня Янвик, утопленные могилы. Вот сюда мы плывем, ребят, вот сюда. Так, а почему мы туда не плывем? Все, плывем. Так, корабль у нас полностью отремонтирован. Давайте проверим припасы. Добавим воды. Лепешек у нас заканчивается. Так, а что у нас есть такого из еды хорошего? У нас есть рис. Давайте добавим его. А куда у нас там по картографии? Теперь Санса проследует земли, лежащие далеко на северо-западе. Это западная конечность рифа Вакара и острова. Северо-запад, это, собственно, как раз вот где-то здесь и должно быть. Северо-запад, юго-восток, да, все правильно. А что мы там нашли? Я нашел покрытый джунглями остров. Острова Кангати. Это западная конечность рифа Вакара и острова Кангати.
Рекуху. Ладно, сначала разберемся тогда в Янвике, а потом уже посмотрим на этот остров, попытаемся найти, где это. Они ему молятся, я помню, вроде как. Над северным горизонтом давлеет одинокий пик, обращенная к вам сторона которого представляет собой огромный прогнивший череп. Над вершиной зловеще вьются грифы. На север. Приближившись к основанию горы, вы различаете дающийся в раскрытом рту и глазницах барабанный бой. Забраться... я помню, мы это уже делали, то есть забраться к глазницам. Неровная, зеленая поверхность скалы позволяет вам забраться к самой переносице. Барабанный бой дается в черепе вибрации, и периодически откуда-нибудь падает камешек. Забраться к левой. Вы карабкаетесь к краю глазницы. Перед вами резкий спуск во внутреннюю часть черепа. Внизу темно, играют отсветы света и раздаются голоса неизвестных. Чтобы спуститься, нужны соответствующие приспособления или немного ловкости. Давайте посмотрим на правую. Вы подходите к правой. Вниз, в тенистые глубины внутренней полости, ведет короткий спуск. Давайте войдем. Откуда из глубины доносится легкий аромат разогретых жаровин, обещание света и тепла. Вы останавливаетесь, чтобы осмотреться. В ушах пульсирует барабанный бой. Прямо как из моих кошмаров. Отлично. Начало уже неплохое. Да. Этен обыватель. Я вижу ловушку, кстати. И еще одну. Теперь они уже видны. То есть я так понимаю, что здесь специально сделано таким хитрым образом, что некоторые ловушки видны вооруженным взглядом, невооруженным взглядом, и тогда они не отображаются в интерфейсе. А некоторые ловушки, ну, отображаются уже стандартным образом, который нельзя рассмотреть. То есть они красненьким помечаются. Ладно. Страж могил. Сбили нам.
Злотим, пришибли. Нам сейчас нужно будет отдыхать. Это, наверное, главный вход, я так понимаю. Ладно, давайте отдохнем. На поверхности теплого водоема время от времени лопаются пахнущие серой пузырьки. Ну, это природная штука. Из этой комнаты тоже все прибежали, мы их убили уже, получается. Писаря корит, страж могилы. Опа, писаря калит. Так, ну давайте их сейчас немножко пригреем. Ну, неплохо. Хороший урон. Еще, кстати, у меня есть подозрение, что жители деревни не очень обрадуются. Записка о кузне. Пусть эта записка служит напоминанием о том, что огненные наги не терпят, когда их отвлекают. Если кому-то нужно будет спуститься вниз, держитесь подальше от ковальщицы Тите и не мешайте работать. Многие ее работники в прошлом имели печальный опыт общения с разумными расами, а кузня для них нечто вроде творческой отдушины. Так что давайте все вместе постараемся обеспечить для них комфортные условия. А калитки наг. Это еще что? Я же говорил тем безмозглым Атенам, что песцовая карита нам вполне хватает. По-моему, наши стражники от постоянного барабанного боя уже ничего не соображают. Карит в мантии презрительно морщится и подходит к вам, откровенно оглядывая вас сверху донизу. Нам не требуется новых послушников. Иди. Пока ты оскверняешь левый глаз своим присутствием, работа стоит. Он машет на вас руками, будто прогоняя как какое-то животное. Я ищу Кали. А, новый мальчик. Немного облизывает его в нижнем святилище. Кинак морщится, указывая взглядом на выход. Вниз разрешено спускаться только акалитам, ограм и нагам, и все они с радостью разорвут тебя на части. Его усмешка расширяется, обнажая зубы. Тебя не касается, как я буду спускаться, хоть убьюсь там, тебе-то что? Ха, в сплошном тумане загорелась искра разума, Кинак приподнимает брови. Разумеется, решать это не мне. Все равно тебе не добраться до немного, не разобравшись сначала с Хранителем Смерти. Хранитель Смерти? Эотена видел? Такие большие, да? Тяжело вздохнув, он указывает на залу. Один из наших Эотенов носит при себе камень-оберег, который открывает врата смерти, что ведут в обитель Немнока. Врата смерти. Да у вас тут все как на подбор. Много мертвых, много душ. Злотин. Она с энтузиазмом встряхивает фонарь. Ты что, не знаешь, что Немног заведует жизнью и смертью? Кинак втягивает воздух носом и качает головой. Даже самые зеленые акалиты и то лучше подготовлены к встрече с величием Немнока. У меня нет никаких камней.
Тогда бегом к Хранителю Смерти, он резко указывает на выход. Поверь, в Хранителе злости столько, что никакие адские барабаны не помогают. Ты очень мне помог. Вот и хорошо, если это ускорит твой уход. Хранитель Смерти патрулирует пазухи нашего великолепного черепа, то есть центральный уровень, для тех, кто не разбирается в анатомии. Что это за место? Из этого великого святилища Сиятельный немного защищает народ Янвика. Я бы сказал, что мое бывшее племя не заслуживает такой щедрости. Кинак фыркает и складывает руки на груди. До свидания. Думаю, Атена хватит 5 минут, чтобы сделать из тебя лужу. Впрочем, меня это не касается. Кинак постукивает себя в подбородку, пожимает плечами и уходит. Записка Кинака. Один из этих увольней Атена случайно пнул переключатель, открывающий дверь в личное хранилище хозяина, и чуть не сорвал его со стены. Неужели священная обязанность бить в барабаны и бродить по коридорам это так скучно, что они решили по кирпичику разобрать наш дом? Я взял на себя вольность закрыть переключатель бочками с маслом для ламп. По крайней мере, его теперь если его теперь кто-нибудь пнет, то пожалеет, если успеет, конечно. Никому из вас нечего делать в хранилище, но если хозяину понадобится его любимый плащ, он не должен ждать. Кто-то проделал большой труд, сопроводив эти свитки по тайным знаниям, примечаниями по правильному произношению. Так, это выход, видимо... Мы появились вот отсюда. Это два глаза, если я правильно понимаю. Ладно. Это спуск. Так, где мы еще не были? Везде больше мы были, получается, если я правильно понимаю. Он еще говорил про какие-то бочки с маслом, про какой-то переключатель. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь где-нибудь бочки с маслом, которые стоят на своем месте. Пока не видно. Ладно, поехали вниз. Так, стражи могил. Писаря коалиции. Они тут кому-то молятся. Ладно, поехали. Ух ты, блин. А лота прям прихлопнули легонько слишком. Давай, вот, уходи, уходи. Вот так вот. Надо уходить, надо уходить. Так, ребятки, надо бы спасаться. Мне это уже не очень нравится.
дубина хорошего качества. Кажется, что глаза статуи следят за вашими перемещениями. Глушающая бомба и грузовый хон. Я вот, кстати, не помню, а здесь нужно валюты обменивать? Писарь-ведьмак. Да блин. Лота больше нельзя поднимать. А она его поднимает. Ладно, хорошо. Опять ничего интересного. От серного водоема поднимаются струйки. Какой-то знак на полу нарисован. Ладно, давайте-ка здесь отдохнем еще разок. Так, ну здесь получается все. Здесь мы были. Не были в двух местах. Вот это вот место. И скорее всего сюда нам нужно в последнюю очередь, потому что мне кажется, что оттуда звуки идут барабанов. Значит, сначала зайдем сюда. Так, тут два знака. Много ловушек. Стоп. Понятно. Эти знаки, они наносят как бы нам раны, и мы можем умереть.
Так, где мы сохранились? О, мы сохранились довольно-таки давно. Ну ладно. Нет, Энчика в этот раз мы быстро ухлопали. И то хорошо. В прошлый раз мы здесь отдыхали, но сейчас нам, в принципе, особо не нужно здесь отдыхать. Но нам нужно что-то сделать с вот этими штуками. Ага, то есть здесь, видимо, нельзя пройти таким образом. Ну давайте еще на всякий случай долбанем. Вот так. О, получается, смотрите-ка. Замечательно. Хорошо. Так, ребятки, давайте отдохнем. Давайте отдохнем, пока мы все не умерли к чертям. Там все-таки было еще куча ловушек. Ну давайте главным побегаем. Тут может быть еще какие-то ловушки есть. Вот ловушка, вот ловушка. Все замечательно. Так, хорошо. Я жмякнул, и получается открылся путь вниз. Хорошо, ладно, пока запомнили. Ничего не будем делать дальше. Это, скорее всего, к немного уже путь открылся-то. Тут еще какая-то, кстати, смотрите, что-то здесь за стеной. Возможно, это вот сюда проход. Так, огненный Нага Адепт.
Ковальщица Титы. Ладно, давайте занимать позицию здесь. Сохранимся. Ну, пока неплохо. Это кузница такая огромная. Сейчас посмотрим сюда. Когда вы приближаетесь к пылающей кузне, ваш лоб покрывается потом. Превосходный двуручный меч и рубин. Так, еще парочка. Борец со смертью Летук. Это вот у него, видимо, вот эта штука. Ладно. Давайте, как обычно, займем правильные позиции. Отлично. Почти свалили.
Камень оберег, знак смерти. Уязвимость. Понятно. Или вода. Из ниши исходит резкий запах, след неудачного эксперимента по дистилляции. Хорошо. Из глубин святилища долетают потоки горячего воздуха. Так. Давайте отдыхать. Ага, вот это, кстати, видимо, те самые бочки с маслом. И это рычаг. Снова отдыхаем. Я понимаю, что это может быть не очень крутой способ, но видите, мы ловушки не обнаруживаем, а наркотики я принимать не хочу. Варианский шлем, свиток формы беспомощного зверя. Куда этот путь ведет, непонятно. А, подождите, а как мы можем туда спуститься, интересно, не заюзав эту штуку? Так, что это за комната такая? Почему здесь никого нет? Пистолеты, пальмовые пластинки. Одни ветхие свитки скреплены ниткой, на других видны отметины от когтей. Видимо, он здесь тусит. Плащ немного. Жизнь в страданиях. Полученный урон плюс 15. Благословение духа. Способность включается, когда запас здоровья владельца падает до 75. Дает духовный щит. Предназначение. Боль. Способность включается, когда запас здоровья меньше 50. Дает железную кожу. И дает запирание ворот смерти, когда до 25. Интересный плащик такой. Но мы его забрали, соответственно, вряд ли он ему пригодится больше. Да, видите, это типа вообще на самом деле глюк, наверное, потому что вот сейчас дверь открылась, и только сейчас, по идее, можно было туда пройти. Ну ладно. Так, сохранимся, потому что мы опять с вами не в очень хорошем расположении. Так, мы отсюда спустились, а куда нам идти? Я уже забыл. А, нам вот сюда идти. Вот. Все остальное мы осмотрели. Хорошо. Ну что ж, ребят, я думаю, что туда мы спустимся уже в следующей части, потому что время уже подходит к концу, а там, я уверен, будет довольно сложный бой. Посмотрим. Ну, на сегодня это все. С вами был Реторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ставьте лайки под видео, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. До следующей встречи.